Каждого хотел бы поблагодарить, кто яростно сражается в рядах криптоиндустрии. Благодарю тебя за то, что ты есть. Так бы меня здесь не было. Все это на самом деле твоя заслуга. Продолжим. Сообщество Луна, Терры, нашли лазейку в ответе, что утверждают, что весь этот крах был вызван самой компанией, с самими держателями, с самими основателями. По сути, доступ у создателя всегда доступ больше. Таким большим провалом, таким большим обрушением могут дать в руки только действительно тому, кто это создал. Я считаю так. По новостям, по прогнозу, по биткоину, по BNB, которую я держу, которую ты, возможно, держишь. По луне я закупился, у меня все есть. Все на кармашке. Так, здесь, значит, по Binance что-то не переводится, но хотел бы добавить, что у него есть какое-то вот такое, знаешь, преимущество перед биткоином. Но и есть также по поводу ценных бумаг, вот это под вопросом. Как они там разрулят эту систему, все. Поглядим. Глядя даже на то, потому как все падает, наблюдая за биткоином 32% за 7 дней, BNB 29%. Опаздывает, да? За сегодня, за 24 часа 9,79, процентов, BNB 10. Возможно, начинает догонять. Преимущество у него в чем? В том, что электроэнергия не затрачивается, а сейчас по майнингу цены очень поднялись по электричеству. Быстрые транзакции, низкие комиссии. Эфир, конечно, опаздывает. Эфир проседает жестче, чем BNB. По биткоину и USDT, что я хотел. Смотри. Набросал тут новые, результаты по БТК. Почему холдить или покупать нужно сейчас? Во-первых, мы находимся возле поддержки, которая часто себя отрабатывала и сохраняла это. Сохраняла прибыль. Давала людям заработать именно в эти кровавые дни. Потому что именно в кровавые дни, когда все в упадке, именно в эти моменты люди начинают зарабатывать. Не сразу, а покупая страх и продавая потом на выходе жадность. 268 долларов за биткоин. Чтоб ты понимал, да, потенциал и сейчас страх. Как ты можешь сейчас выкупить страх и потом продать жадность? Падение, значит, происходило на 86%. Это 14 августа, лето. Мы как раз, в принципе, в тех где-то значениях и находимся. Летний сезон. Попали в летний сезон. Как раз тут идет нормальная такая разгрузочка. Далее 118 иксов. Так, это получается август 2015 год. Далее мы вышли, получается, за пределы. Неожиданно, да, то, чего не ожидает рынок. Он, возможно, ждет где-то здесь точку, а эта точка вылетает вверх. Потом ждет какую-то ближайшую точку сюда. Точка не выходит за пределы уровня, которую ждали, что будет в 100, но ее не создали, эту точку в 100 тысяч долларов за биткоин. Далее, значит, падение на 84. Предполагаю, если все-таки мы как-то сужаемся, то, по идее, скидка 82% может быть и не присутствовать, но нужно к ней лучше тоже подготовиться. То есть даже закупать таким образом, чтобы, допустим, вот закупиться вот здесь, потом закупиться здесь, потом здесь, если она так уйдет. И в любой момент может выскочить наверх. Также, что я еще проанализировал, так, на сегодняшний день имеем в районе 70% скидку по биткоину. И прибыль отросла на 118 иксов. И вот до сюда ее, получается, забрали. Не трогая этот период, не трогая этот хай прошлый, хватило забрать вот эту прибыль. Эту прибыль сняли, потом снова начали накачивать это все. Тут же тоже вот черная полоса прибыль. Да, мы можем, конечно, спуститься сюда на 82, как раз вот в эту точку. То, чего могут и не ждать. Также вот выросли на 21х с того дна. На протяжении 2 лет мы росли. Да, один раз нас, конечно, напугали, пытались завести в заблуждение, что все, рост закончился, и потом пошли наверх снова. И сейчас буду стараться завести в заблуждение, чтобы все готовились к 82%. Но готовиться надо, как сказал, ко всем 3 точкам, если планируешь заходить. И спроси себя, да, сейчас не поздно ли? То есть этот рынок, он как пушинка, он еще до сих пор развивается и растет. 118 иксов, конечно, через 2 года не увидим. 21х тоже не увидим. Если взять от этой точки и провести сюда вот, то здесь получается потенциал в районе где-то 12 иксов в течение 2 лет. Инвестируй ту сумму, от которой тебя не будет коробить, от которой ты можешь избавиться прям вот сегодня, инвестируя в там биток. BNB тоже, в принципе, в хорошем положении, но, как сказал про вот эти бумаги по ценным бумагам,
Но это просто идет сейчас хейт, потому что директор Binance, он идет навстречу, сотрудничает там с SEC, со всеми идет как бы на сотрудничество. Потому что понимает, что чтобы дальше расти, нужно сотрудничать и быть в юридическом как бы поле. Потому что трындец, если не будет он дружить, как бы дружит, это хорошо. Положительно сказывается на самом Binance, на его внедрении и на его экосистему. Зародилась эта монетка в 17 году. Дала, значит, за год дала 269 иксов на самых хаях. Потом уже довольно меньше стала давать, там 9 иксов. Все ждали, возможно, точку сюда. Хотя еще мало, слабо можно было что-то предполагать. Короче, эта точка дошла до сюда, 9 иксов. Изначально упала на 84, потом упала на 85%, дала 11 иксов. Так, сейчас я вижу, что потенциал с 85, ну даже с этой точки я смотрел, с этой точки, на которой сейчас находится, в районе 13 иксов, ну пусть 12, да. Монетка Binance через 2 года, в течение 2 лет придет на точку 2800 долларов. У меня пока в запасе этих монет 2,6, ну, грубо 2, потому что хрен знает, что там. Так, 2 монетки. И это получается цена. Я пока, короче, с BNB не вышел. Она, в принципе, нормально сдерживается по отношению к биткоину, даже лучше себя показывает. Я не вышел и смысла, потому что, не вижу смысла выходить сейчас. Даже если она на 106 упадет, хрен знает, как-нибудь перебьюсь там в течение там 3, 4, 5 месяцев, да, на сухарях, когда на водичке перебьюсь как-нибудь. Вот. Проанализировал вот эти падения, сколько они, в принципе, продолжались по времени, переключаясь на месячные свечи. Вот здесь был жуткий страх, большая свеча. Еще одну свечу красную сделать вполне возможно. Так, ну и смотри, что мы видим, значит. В этой зоне падения находилось где-то 1, 2, 3, 4, и пошли вверх. 4 свечи и пошел рост, то есть 4 месяца. Этого, в принципе, достаточно, чтобы хомяк, я, в принципе, тоже хомяк, чтобы убежал. Человек видит, что не растет, все падает, все красное, все что-то 3-4 месяца и отрастаем. Я вижу это так. Если, в принципе, BNB выполнял то же самое, и посмотрим тоже по биткоину. Включая месяц, я вижу, так, вот взять на 64, когда мы падали, 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5-я свечка, уже пошли вверх. Здесь вот, что интересно, мы особо сильно не отросли, да, не вышли туда за сотку, что ожидалось. И как-то как будто пытаемся вот так вот сжаться и выскочить. Я так вижу. Так, получается, вот одна большая свеча, 1, 2 красные 2 штуки и 3. Одна большая свеча и 2 маленьких, 84%. Скидка, дальше 3 икса, опять провал, чтобы запутать. Далее рост на 21 икс. Здесь тоже, предполагаю, будет в районе, еще 3-4 месяцев, 5 от силы, да, если полагать на ту историю. Но сейчас может после этой красной может снова начаться рост, потом снова падение. То есть история стараться будет не совсем себя показывать точно так же, чтобы запутать человека. Луна USDT. Парол, получается, дает здесь по иксу, дает. Но сейчас она находится в средней зоне, да, где-то ни туда, ни сюда. Поэтому вижу, что если только шортить, в моменте, когда цена выскочит вот сюда, шорт вниз. Снизу опасно будет, потому что если она вниз уйдет и снизу взять лонг, то она может еще ниже пролиться и срезать тебя. Поэтому ориентир где-то на 4.09 где-то должно отрасти, чтобы можно было снять прибыль. Я имею в виду даже не прибыль, а зайти в шорт. Все, в принципе. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч. Пока. Держимся, пацаны, держимся.